Доброго времени суток, дорогие друзья, любимые подписчики и гости канала Паранормальных блогеров. Мы рады вас всех приветствовать. Друзья, мы знаем, что вы все ждете видео с нашей поездки, которая не так давно состоялась. И оно обязательно будет, но немного позже, так как отснято много материала, это все нужно разобрать и обработать, собрать побольше информации, дабы выпуск получился более насыщенным, интересным и захватывающим. Просим вас подождать еще немного. Уверяем, это того стоит. Ну а сейчас хотелось бы рассказать вам о том месте, куда мы отправились в этот раз. Мы долго искали локацию с интересной историей, пересмотрели и перечитали кучу разной информации и нашли много чего интересного для будущих съемок. Но в процессе поисков нам пришел комментарий под одним из наших видео, который нас очень заинтересовал. Мы связались с нашим подписчиком, узнали от него более подробную информацию о месте и, конечно же, недолго думая, буквально на следующий день отправились туда. История, которую нам рассказал наш подписчик, нас откровенно шокировала. За ее правдоподобность мы, конечно, ручаться не будем, но, честно сказать, нам хочется, чтобы это оказалось лишь чьим-то вымыслом. Итак, он рассказал нам, что недалеко от Казани находится такое место, где в отдалении от поселений располагается кладбище, а рядом с ним небольшое, но жуткое болото. Несколько лет назад в этом болоте находили утопленных младенцев. И таких ужасных находок было не единичный случай, так как это происходило на протяжении разного периода времени и в разные года. Но о том, сколько было найдено тел и кто творил весь этот ужас, никто наверняка не знает. Да и вообще об этих случаях мало кому известно, так как эта информация не подлежала разглашению. По словам подписчика, однажды его отец в конце 90-х годов сам кое-что видел. Он в тот день приехал на кладбище посетить могилку родственницы, а так как болото находится недалеко, он наблюдал такую картину. Весь периметр, прилегающий к болоту, был огорожен лентой, и на месте работала милиция. Тогда отец понял, что, по всей видимости, снова обнаружили страшную находку. Также отец ему рассказал, что в узком кругу, кто был в курсе происходящего, предполагали, что в этом замешана старуха, которая жила в одной из близлежащих деревень. Ее называли повитухой, и, скорее всего, это было дело ее рук. И хотя на дворе шел конец 20 и начало 21 века, но, по всей видимости, кто-то все же пользовался ее услугами. Для тех, кто не знает, поясним. Это такая женщина, чья роль заключалась в том, чтобы помочь ребенку появиться на свет. Иногда к повитухе обращались и по другим вопросам, например,
как к знахарке. Как мы поняли, та повитуха принимала не только роды, но занималась куда более ужасными делами. Если у кого-то была нежеланная беременность или у ребеночка выявляли патологию, из-за чего нерадивые матери шли на все, чтобы избавиться и не обременять себя никакими проблемами, вот именно от таких проблем помогала избавиться та повитуха. Причем делала она это на любом сроке беременности. Затем заворачивала плод в какие-то тряпки и относила к болоту, где его и топила. Еще один интересный факт, о котором нам также поведал подписчик, то, что хоронили найденных младенцев на том самом кладбище, рядом с которым и находится это злосчастное болото. Друзья, как вы уже, наверное, поняли, туда-то мы, собственно, и отправились, дабы пообщаться с местом, попытаться прочувствовать энергетику, провести наши эксперименты и, возможно, понять, правдивая эта история или же вымысел. Забегая немного вперед, хочу сказать, что изначально планировался только один выпуск. Но приехав на место, мы поняли, что в одном видео мы не сможем передать всю ту атмосферу и энергетику, с которой нам пришлось столкнуться в процессе съемок. Особенно во второй части в ночное время. Но обо всем по порядку. Друзья, поверьте, съемки действительно были очень сложными, как эмоционально, так и физически. Но мы старались для вас и очень надеемся, что вы поддержите нас лайками, комментариями и подпиской. А мы, в свою очередь, обещаем, что дальше вас будет ждать много тайн, загадок, мистики из самых интересных и аномальных мест. Ну а теперь желаем вам самого атмосферного и паранормального просмотра. Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас вновь всех приветствовать. Друзья, как мы уже рассказали закадрово, мы приехали на то место, где вот сложилась такая легенда, где мы слышали вот такую информацию. Вскользь были упоминания, то есть это вообще мы не знаем, точно ли информация, из чего она взялась. Нам самим просто стало интересно, захотелось расследовать это. Так ли это на самом деле? Ну да. И в первую очередь мы подъехали здесь вот к кладбищу. Здесь недалеко кладбище. Мы сейчас до него дойдем, прогуляемся по нему. А потом здесь как бы вот это вот болото, про которое, собственно, мы рассказывали в истории, да, оно находится чуть поотдаль. И нам придется пройти чуть подальше, там через лесок. Мы постараемся его найти, мы там ни разу не были, да и на машине туда не проедешь, поэтому прогуляемся пешком. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Вам уже интересно? Тогда ставьте лайки. Ну что, ребят, мы пошли. Мы на всякий случай захватили с собой все оборудование. Мало ли чего. Очень хотим проверить это болото на наличие всяких артефактов. Вот, ну да, поэтому захватили с собой и Kinect-камеру, и ночную камеру. Потому как время уже где-то, наверное, часа 3, а в 4 у нас уже темно, поэтому, я думаю, что актуально будет поставить ночную камеру тоже. Так что, вы с нами? Пойдемте, да, посмотрим. Интересно. Да, что получится у нас из сегодняшней и разведки, и, собственно, наверное, я думаю, что и ночная съемка тоже будет. И вот сейчас мы, собственно, дошли уже почти до кладбища. Давайте зайдем, посмотрим, пофотографируем, я думаю, да, поснимаем. И, конечно же, друзья,
слушайте внимательно, потому как мы уже много раз говорили об этом, что мы можем что-то не услышать, а на съемке может это проявиться, и поэтому одевайте наушники и слушайте внимательно. Ну а я постараюсь также при монтаже все обработать, и если что-то услышу, конечно, вы тоже это обязательно услышите. Ну что, пойдемте. Не будем терять время. Да, вообще хотела сказать, ребят, вы молодцы огромные, потому что вы действительно очень внимательны. Вам особая благодарность за это, потому что мы какие-то моменты просто можем не заметить. Это очень важно. Спасибо большое, ребят. Так, кстати, вот сейчас... Особенно тем, кто у нас в Телеграм общается, в чате. Там тоже очень много историй вы присылаете. Мы все их фиксируем. Как я уже говорила однажды, это еще было летом, если я не ошибаюсь, что ближе к Новому году мы откроем новую рубрику с вашими историями. Так что шлите, чем больше, тем лучше, чем интереснее, соответственно, они все пойдут в эфир. Ну, вот как-то так. Да, а теперь давайте-ка посмотрим. Вот и кладбище, собственно говоря. Поищем, где заход. Да, мы здесь первый раз. Ничего еще не знаем. Да, и эта легенда, ну не бывает же все-таки дыма без огня. Мы уже не раз с вами убеждались, что не на пустом месте всякие такие легенды рождаются. Может быть, прецеденты какие-то и были. Ну да. Потому что если представить, что это правда, как-то это... Но на самом деле это жутко и страшно. Да, история и очень нехорошая аура наверняка у этого болота. Даже говорить, честно говоря, не хочется, да. И думать, что это правда. Давайте будем надеяться, что это просто байка. Наверное, навестить приехали, кстати. Может быть. Просто как смогли. Или нет? Не знаю. Давай сюда зайдем. Давай. Вот. Небольшой заход. Ворот мы как таковых что-то не видели по пути. Младенец. Ничего себе. Погоди-ка, ну-ка. Входа младенец. Какой год? Я не вижу. 2002. Да ладно. Да. Ну-ка я сейчас посмотрю. Да, 2002. Ребят, не знаю, видно, нет. Ну, это сравнительно недавно. Ну, сразу кстати, младенец. сразу. А почему так повернуто, я не поняла. А, кстати, а почему так? Да, смотри. Вот смотрите, как стоят памятники, кресты. И почему ребенок так? Странно. Это уже наводит на всякие мысли. Да. Что? 19-й. Ладно. Ну, я так смотрю, здесь прям очень густо населенно. В плане, ну, сложно здесь ходить. Это что такое? Это памятник, наверное. Ну, наверное, кто-то снял, менял. Ну, да. Вот смотрите, в некоторых местах вообще похоже, ну, не пройти. То есть достаточно плотно тут. Ну, старое кладбище, по Да. всей видимости. Такое. Довоенных лет, наверное, когда. Как я не знаю. Да, Ну, мне... или 50-х, вот так. да, мне тоже так кажется. Информацию мы о нем искали. Из всей вот этой найденной информации, о чем мы вам сказали в истории, нет точной даты основания. Но мы предполагаем, что это все-таки основано оно именно тогда, когда основали поселение, которое самое ближайшее, да? Да. Ну, то есть это довоенные годы.
Что такое? Нет, ну. Саму глубь мы, похоже, здесь не пройдем. Тут прям вообще. Ага. И что он здесь делает, интересно? Человек. Да, это, наверное, ребенок. Видишь, маленький крестик. Он вышел, нет? Ребенок. Да, тут целая семейная. Еще один ребенок. И вообще никаких обозначений. Но обычно не обозначают, когда младенцы, да? Ну да. По крайней мере, я так думаю. Но я не встречала. Обычно, если там года 2, лет 5, обычно пишут. А погоди. А вот еще. Еще? Да, посмотри. А, ну да. Маленькие кресты. Ну, здесь вообще-то могли и нескольких человек хоронить. Здесь прям вообще. Целая семейная, да? Захоронение. 1941, я говорю тебе. 41 военное, да. Военное кладбище даже, да. Тут несколько фотографий. Да. Они, конечно, уже выгорели. Вот я вам покажу. 1912-1932, Тань. Ой-ой, да. Очень старая. Но вот это вот поселение основано-то еще раньше. Это 72-й год. Ага. Ну, то есть оно такое, да, оно старое такое вообще. Да. Прям старое, да. Может, он кого-то посещал. Серьезно. Ну, Он, может быть, по-моему, он уже к вроде машине как ушел. поехал, да. Ну, Мы здесь не пройдем? Пройдем? Осторожно. Ну, судя по всему, здесь только по краю Да, похоже. пройдешь. Да, он уже поехал. Ага. Вон он. Если видно, не знаю, нет. Ну, пойдем. Хочу немножко сосредоточиться, Послушай, да. послушать, да, по ощущениям. Очень много семейных захоронений, прям Ну, вообще. да. Огромный участок Нет, ну огорожен. если это старое кладбище, конечно. Да. Вот с этой стороны это уже, наверное, более современные идут. Тут уже, наверное, знаешь, сколько подхоронено. Очень много, скорее всего. Но я тебе говорю, вот, судя по всему, оно было основано именно во времена, когда было поселение. И это вообще... О, еще один заход, кстати. Вот отсюда, наверное, он и зашел. Скорее всего, это уже 19 век. Оно где-то было так основано. Да, скорее всего. А потом уже просто подхоранивали. Угу. Это достаточно древнее кладбище. Ну, да. Получается, ему больше 100 лет. Но оно действующее. Вот это что такое? Ну, старенькое вообще. 12-й, 98-й. Да ладно. Да. Где, я не вижу? Ух ты. Да. 78-й, 79-й. Ну это годик, да. Годик. Тоже крошка совсем. Да. Что здесь так детей, что ли, много? Реально, что ли? Неужели это не легенда? Что уже, знаешь, как-то... Здесь что? Смотри еще. Так, а вот... Смотри. 7-й.
Ну, сколько там, месяц, что ли, он получается? Месяца нет, да? Подожди. Тоже младенец. Это 6-й месяц, что ли? А это 3-й. 3 3 месяца. Ну, Кошмар. почти 3 месяца, да. Ужас. Мы тут буквально с краю идем, да? Мы еще даже, да, в кладбище-то само не зашли. Ну, там серьезно, ребят, там не пройти. Я вот просто смотрю. Вот по большой аллее пройдем. Ну, давай, посмотрим. Вроде тропинка есть. Ну, и вот я смотрю просто, как расположено все. Прям очень впритык. Конечно, интересно было найти самую старую. Наверняка, да. Ну, сюда. Это с той стороны надо заходить. Смотри, там ребенок. Он ребенок. Вот туда. Не вижу. Вон там. Вон. Ага, точно, вот же. Тоже обозначений никаких нет. Значит, младенец. Здесь опять крестик без обозначения. Тумба какая-то стоит. Интересная. Я не закончил. Вот, кстати, тоже. И, скорее всего, это все младенцы. Ужас. Так я не договорила в плане того, что хотелось бы, конечно, самую старую могилу найти. Но это нереально похоже. О боже. Тут очень много детей. Ну вот, ребят, если сравнивать даже по масштабам с тем же самым Арским, мы сюда не успели зайти, а тут сплошные детские могилы. Свет, да они почти на каждом, посмотри. И там есть. И все без обозначений. И все без обозначений. Ну, честно сказать, я даже боюсь представить. Вот представить, что эта легенда правдивая, не хочу. Я тоже. Я надеюсь, что это все-таки легенды и слухи какие-то раздутые. Да, кладбище на самом деле по масштабу очень маленькое. В принципе, я не знаю, если мы найдем его на карте, мы покажем. Оно маленькое. И для того, вот, ну, если учитывать, что вот это кладбище маленькое, а здесь столько уже, вот мы по краю буквально прошлись, столько детей, что ж тогда происходило-то здесь? Потому как даже, да, вот правильно Таня говорит, на Арском кладбище, там сколько людей похоронено, там 300 тысяч. Угу. Даже, наверное, больше. Да и то детей не так часто. Нет, они Свет, так часто ну, там думаю, не сколько там ходили, да. Ну, как бы есть аллея, да, там, где много, но для, скажем так, таких масштабов и вот этих масштабов, это очень много, это вообще. Я не могу это не заснять, вы смотрите. Здесь снова дети, и причем практически через могилу. Вы видите это я не знаю. 4 ребенка здесь точно есть. 4 ребенка, да. А за этой могилой, оградой, простите, еще. Есть, да. Вот там, я не знаю, видно будет или нет. Даже тут тоже, да, 70, тоже младенчик. Младенчик. Младенец вообще, Да? то есть только родился, 70-й год. Вот так. Тут кругом дети. Я бы не сказала, что это поселение, к которому относится данное кладбище, какое-то там последняя какая-то деревня. Нет, отнюдь. Это даже был какой-то такой центр, можно сказать. Туда стекались все с близлежащих деревень. Там есть церковь. Ну, то есть поселение достаточно серьезное. Там и зажиточные крестьяне были, и знать тоже проживала, насколько я знаю.
Ну вот информация о кладбище, к сожалению, вообще минимум. И то так тезисно. Сколько бы мы ни искали. Ну, пока впечатления оставляет не очень позитивные. Даже тут, наверное, слово позитивный не подойдет совсем. Больно и печально просто. Ну, дети это все-таки Не, ну просто как бы... самое важное в нашей жизни. Просто как бы хочется сказать, что мы еще только зашли. Да. И это уже... Дети — это продолжение рода. Это цветы жизни. Что-то их здесь очень много. Мы просто хотим пройтись как бы немножко вдоль. Ну, посмотреть, вот, показать масштаб кладбища. Чтобы вы поняли, что оно действительно небольшое. Да. И тут я уже понимаю, начинается более современное. Ну, похоже на то. Там такой пригорок. Да. То есть вот оно, окончание, мы прям по самому краю. Здесь тоже, кстати, есть заезд, смотри. Да? Да. Да. Ну, единственное, я так поняла, здесь никакой часовни нет. Видимо, все в церкви делается, которая в поселении находится. Да. Я так не посмотрела года здесь какие. Нулевые, да? Так, 4-й, нулевые, 11-й, да, ну, достаточно свежие. Свет, погоди-ка, это что там такое? Где? Вот это что такое? А что это такое? Я просто плохо вижу, а что это? Ну, это ограда какая-то с памятником. Пойдем-ка А почему она за территорией? Что, неужели суицидник? В смысле, ты думаешь, там похоронили? Ну, я не знаю, ну давай сходим, просто проверим. Я просто предположила. Могу ошибаться. Не, ну на самом деле, смотри. Ну, за территорией. Вот она, огороженная территория. Ворота. Да там полноценная прям ограда, посмотри. Ага. Не, ну говорят же, что на территории кладбища суицидников не хоронят. Да вот и я о том же. Что-то здесь, смотри, крест валяет. Батюшки. Не, ну крест-то могли выкинуть просто. До мусорки кто-то не донес. Что-то крест лежит. Старый, видимо, чей-то. Что вообще? А тут могилы нет. А нет, да. Ну-ка. Ну-ка, что там написано? Так, сейчас. Убит. Здесь. Убит? Прикинь, это не суицидник. Его убили. Так. Блин, не видно, что там. Здесь. Держи, пожалуйста. Здесь был зверски убит. Зверски убит? Владимир Михайлович. Он прожил 20 лет. Свет, 20 лет. Ого. Он На прожил память. 20 лет. На память Ведь о нем осталось в наших сердцах. осталось. Вот это да. Зверски убит, прикинь. В смысле, подожди. Его, походу, рядом с кладбищами убили. Погоди, а год какой? Ты видишь? Сейчас, подожди. Очень сложно разглядеть. 1000. 72-й. 72. Вот сверху видно. Ага. 1972. Да, вижу, 1972. То есть Ну на да. момент кладбище здесь Уже существовало. существовало. Ты представляешь? Прям рядом с кладбищем. убили.
Кошмар. Жесть какая-то. Что здесь творилось вообще? Слушай, у меня прям мурашки. Ага, у меня тоже. Слушай, мы на месте убийства, представляете, ребят? Жесть. Слушай, а давай попробуем здесь Kinect. Я, конечно, не уверена, что будет, но попробовать хотя бы стоит. И мне кажется, здесь надо записать тишину. Давай сначала тишину запишем, попробуем. Попробовать хоть, давай. Все верно, да. Сначала пообщаемся, надо... а потом уже, да. Ребят, только ради бога, не нужно думать, что мы будем заниматься там вызовом каких-то духа этого молодого человека. Ни в коем случае. Мы просто пообщаемся с местом, попробуем настроиться на это место, обратиться к нему. Может быть, это место именно нам расскажет. К месту, да. Друзья. Кто понимает, о чем мы говорим. Вот, например, даже у любого, ну, скажем так, здания, да, есть своя аура, то есть свой какой-то определенный дух. Также, если вы понимаете, о чем мы говорим, у леса тоже есть свой дух. И когда ты приходишь в лес и также общаешься, например, задавая вопросы духу этого места, если он захочет отозваться, если он захочет с тобой поговорить, он поговорит, пообщается. Но как бы кого-то призывать и прочее, друзья, мы этого не делаем и делать никогда не будем. Ну, мы считаем, что это неправильно и некрасиво по отношению, как к усопшим, так и к родственникам. Да. Поэтому только место. Если отзовется, если захочет, значит, мы что-то услышим. Нет, значит, нет. Это наше мнение и это наша точка зрения. Ну что? А кто как думает, это уж, извините, друзья. Каждый думает в меру своей воспитанности. Вот, точно. Все верно. Ну что, друзья, давайте попробуем пообщаться с духом этого места, послушать тишину. Сначала все-таки попробуем настроиться, послушать тишину, а потом поставим Kinect. Да. Итак, друзья, вертолет летит. Наверное, надо подождать. Да. Но ночью... Давай, отключись пока. Вертолет пролетел. Да. Но подул ветер. Не знаю, что бы это значило. Но попробуем. Но я понимаю, что в этом плане ночью, конечно, лучше. Хотя тоже не факт, ветер тоже может быть. Конечно. Тем более сейчас. Ну давайте попробуем. Дух этого места. Если ты нас слышишь. Дух этого места, если ты нас слышишь, дай нам понять, что ты здесь. Голосом, скрипом, стуком или еще каким-то проявлением. Дух этого места, прояви себя, пожалуйста. Стуком, скрипом, голосом. Дух этого места, если ты нас слышишь, ответь нам, пожалуйста, на вопрос.
кто и за что убили вот этого молодого человека. Дух этого места, пожалуйста, скажи нам, что здесь вообще произошло. Дух этого места, скажи, пожалуйста, нашли ли убийц вот этого молодого человека и наказали ли их? Дух этого места, спасибо тебе, что ты с нами пообщался. Мы тебя благодарим.
Были какие-то ощущения? Ты слышишь голоса? Ну это, ты знаешь, было что-то, какой-то гул в голове непонятный. Ветер странно. И ветер стих. Да, когда стали обращаться, ветер стих. Посмотрим. Шорох какой-то. Посмотрим. Посмотрим. Это не ветер. Ну ладно, посмотрим, разберем. В любом случае, мы почему решили использовать именно камеру? Во-первых, у нее разнонаправленные микрофоны, как я уже неоднократно говорила. И со всех сторон как бы звуки фиксируются. Мы, бывает, своим ухом не слышим, что фиксируется на камере. Уже неоднократно такое было. Поэтому, наверное, давай сейчас попробуем, давайте. да, пока светло, Kinect поставить Kinect. Да. Так. Слишком сильно и близко не делаем, понять особо не надо. Ну нет, все видно, нормально. Все, установили. Сейчас посмотрим. Так, это шуршит. Ой, как мы, конечно, это сделали. Так, смотрим. Этого места ты здесь. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста, на камеру. О, есть. Есть. Справа. Оп, исчез. Чуть-чуть правее сделай. Правее. Да. Уже исчез. Вот был. Был. На маленьком дереве. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста. Дух этого места, ты здесь. Прояви себя, пожалуйста. Мы с добром. Есть. Опять исчез. Прояви себя, пожалуйста. Дух этого места, пообщайся с нами. Боже, прям шаги. Я слышу шаги. Есть. Да что такое? Опять исчез. Правее делай. Есть. Есть. Вот он на дереве, Тань. Прям на березе? Нет, не на березе, а на каком-то там, ну, маленьком, тонком. Маленькая, тонкая. Да. Оно сюда наклонено прям. Оно прислонено. А может, его подвесили? Вот не знаю, вот интересно. Вот он прям здесь. Дух этого места. Если у тебя есть что нам рассказать, расскажи, пожалуйста, на камеру. Скажи, пожалуйста, он появился ровно в тот момент, когда ветер был, что ли? Я не поняла. Возможно, да. Когда шаги прям были, я вот слышала их. Надеюсь, на камере. А? Он еще здесь? Да, здесь. Он прям вот как бы как висит, что ли. Да. Давай еще раз зададим вопрос. Давай. Дух этого места. Скажи, пожалуйста, что здесь произошло? Какое убийство? Что с этим молодым человеком сделали? И наказаны ли убийцы?
Ответь нам, пожалуйста. Дух этого места, пожалуйста, ответь нам на вопрос. Расскажи, что здесь произошло. И наказаны ли убийцы этого молодого человека? Я не знаю, почему, но он отключился. Это, наверное, ждущий режим. Ждущий режим, да. Да. Блин, надо эту функцию отключать. Сбилась. Ноутбук в ждучку. Опа, есть. Да, он здесь все-таки. Он здесь. Давай еще раз. Дух этого места, пожалуйста, ответь нам на камеру. Кто убил этого молодого человека? За что? И наказаны ли убийцы? Подожди-ка. А почему вы так уверенно заявили, что это убийцы? Убийца? Убийца? Не знаю. Я тоже думаю почему-то, что это не один человек Почему делал. одновременно в голову пришло, что это не один человек это сделал? Не знаю, значит, не один. Да, странно. Значит, их было несколько. Как минимум двое. Так, давай чуть-чуть помолчим. Дух этого места, если ты ответил нам на вопросы, мы тебя благодарим. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Но он так все висит на дереве. Странно. Пройдусь еще по кругу. Ну да. Ну вот если нет нигде, то нет. Только там, видишь. Видимо, это место убийства. Да. Возможно, его реально подвесили. Энергетический след остался, вот видишь. Да, да, да.
конечно, остался. Да, наверное, да. Пока ничего нет. Ну, в общем-то, нет, это понятно почему. И почему тут есть. Я не знаю, если как бы мы тут не собираемся ничего доказывать, это лишь все в теории. Почему он появился здесь? Если бы была, так сказать, ошибка камеры, к примеру, мы тоже уже много на эту тему думали, рассуждали, тогда бы она постоянно проявлялась. То есть, ну, посмотрите, там, то же самое проявление на дереве, это могло на каком угодно дереве. Вообще к этому месту не относящемуся. Поэтому я считаю, что неспроста ловят. Это энергетический след, который остался. Наше такое предположение. Сильная негативная энергия, и она, ну, так сказать, моментально не пропадает. Это должны пройти. Она годами. Она годами, даже, может быть, даже столетиями. Потому что, как мы с вами убедились на примере города Пушкина, какие там события происходили. Это же одна сплошная негативная энергетика. Что там творилось? И еще неизвестно, на сколько лет она продлится. Да. Таня опять отключилась. Угу. Ну, я думаю, смысла нет ее держать. Тут уже все понятно, как бы. Ну, давай еще раз посмотрим. Ну, Наведи на то попробуем. дерево. Вот, ну, начни вот с правой стороны, вот с этих деревьев и так далее. Я думаю, надо потихоньку ставить ночную камеру. Оп, есть. Вот на нем. На нем? Вот на нем все еще есть, да. Именно на нем, ни на каком другом. Значит, он пришел. Да. А может быть, этому деревцу-то и есть столько лет. Видишь, оно молодое и логично. Может подумать. быть. Да? Может быть, Тань. Да. Эти деревья уже... Но это всего лишь предположение, как бы наши мысли. Вы Это можете наше соглашаться предположение. или как бы наоборот, да, не соглашаться. Это просто наши мысли. Ну вот, как видите, все наглядно. Там машина едет, кстати. Да. Ну, в общем, так вот, друзья. Главное, не на каком другом, именно на этом вот он привязан. Ну что, я думаю, этого достаточно. Сейчас будем потихоньку собираться и пойдем к болоту, да, прогуляемся. Да, на болоте тоже, кстати, интересно. Да. Вообще, ну, у нас первоначально мы хотели как бы... Туда, да. Да. И я не думала, что мы такое найдем. Да. Так что вот, друзья, вот получается, вот на этом дереве он был. Вот маленькое вот это, небольшое, которое как раз наклонено. То есть не на этом, не на этом, а вот на маленьком почему-то. Странно. Может быть, вот как раз там действительно его и убили. Ну что, прости нас. Мы не хотели тебя тревожить. Дух этого места, прости нас. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Так, ну что? Очень темно. Да. Наверное, может даже освещение. Слушай, ну давай пока тогда прогуляемся дальше по кладбищу. Потом пойдем тогда, ну чуть-чуть еще стемнеет, да, пойдем к болоту. И там поставим. Сюда, да, и поставим. Ну, или посмотрим. Там поставим ночную камеру. Там мне, поставим. Мне бы хотелось и Ну здесь, посмотрим, посмотрим. и там. Да, посмотрим. На кладбище я не хочу. Нет, на кладбище не Там будем. не имеет смысла, да. Ну и как мы уже сказали, Kinect-камеру мы не используем на кладбище, поэтому это исключение, так сказать, из тех наших уже правил. Нет, ну здесь Но место здесь не и не захоронения, кладбище, здесь да. не место захоронения, здесь просто место памяти. Так что, ну что, друзья, давайте пойдемте к болоту, да? Хотя нет, рановато. Чуть-чуть потемнее пусть будет, да. Ну, пройдемся по кладбищу еще чуть-чуть.
Это что это? Это что?